Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Давно я не снимала мясные блюда, и вот сегодня будем готовить с вами мясной рулет куриный, называется мраморный. Для рецепта мы берем курочку, у меня домашняя такая вот спортивная молодая курочка. Дальше специи, хмели-суннели, это сушеные у меня хмели-суннели, лук зеленый и петрушка. Можно использовать свежие, допустим, петрушку, укроп свежий. Дальше чеснок, перец черный, соль и желатин быстрорастворимый. Берем емкость и смешиваем все наши сухие ингредиенты. Перчика я, наверное, немного добавлю. Достаточно. Соль еще в процессе добавим. И желатин пересыпаем. Хорошо перемешиваем. Хорошо, это так, по-быстрому. Дальше берем доску и нарезаем укроп мелко. Через пресс выдавливаем чеснок. Можно просто порезать мелко, кому как удобно. Тут уже не принципиально. Теперь занимаемся курицей. Нам надо ее порезать просто на маленькие кусочки. Поэтому здесь не важно, как вы это будете делать, как резать курочку. Но шкурка нам не нужна. То есть мы от шкурки освобождаем курочку. Курочка у меня небольшая, поэтому, наверное, колбаска будет, рулет будет тоже небольшой. Так, добавляем специи. Все пропорции можно увеличивать, делать больше. И перемешиваем. Перемешивать лучше ручками. Дальше всю эту смесь нам надо переложить в рукав. Фиксируем с одного края и закладываем. Немного формируем. Думаю, достаточно. И фиксируем с другой стороны. У меня рукав вот с таким швом. То есть этим швом я буду выкладывать наверх. То есть он должен быть сверху. Если у вас рукав без шва, то нужно сделать буквально парочку проколов, чтобы сильно не надувалась колбаска наша. Все, выкладываю на противень. И отправляю в духовку. Готовится при 180 градусах. Через 35-40 минут достаю и оставляем так остывать. Мясо уже полностью остыло. Там много бульона. Выпускаем воздух лишний. Если что, можно сделать проколы несколько. Ужимаем в колбаску. И вот за счет этого бульончика у нас должна колбаска застыть, рулет застынет и приобретет форму именно колбаски. Так, теперь берем фольгу. Для надежности рулет зафиксируем веревочкой. И убираем его потом часа на 4 в холодильник застывать. Ну а лучше это сделать на ночь. Разворачиваем и смотрим, что у нас получилось. Благодаря желатину кусочки все связались бульоном. Получился такой интересный рулет. Надо его разрезать и посмотреть, что у нас внутри, как он выглядит. Режется хорошо. Ой, красиво. Тут и темное мясо, и светлое мясо. Сейчас еще один кусочек. Прекрасно режется. Так что получилась такая
нарядная колбаса, даже не колбаса, а рулет. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!